Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Lost Solo, на котором я рассказываю о моем опыте использования портативных и не очень, high-end и не очень аудиогаджетов. Поскольку уже стало традицией напоминать, что все, что я говорю, это очень субъективно и отражает только мои вкусы, впечатления и мысли, то в этот раз напоминать не стану. А субъективно сегодня мне захотелось вернуться к, пожалуй, несправедливо забытым наушникам, особенно в свете того, что даже о самом бренде в последнее время ничего не слышно. Жаль, ведь все было так многообещающе. Revonex QT5 в какой-то момент стали весьма популярны, но тема не получила развития, и о них быстро забыли под потоком непрерывных и почти одинаковых новинок от KZ и дочерних компаний. Я так скептически об этом говорю, потому что мне как-то больше по душе разнообразие и конкуренция, а у нас в последнее время все наушники конструктивно абсолютно одинаковые, да и звучат более-менее похоже. Скучно. Была надежда на кастомных ремесленников, и их правда довольно много, но их продукция вызывает сомнения как по причине высокой цены, так и потому, что напиханные в один корпус 16-20 арматур, без каких-либо расчетов, просто наугад, вряд ли порадуют красивым звуком. И сейчас бы самое время тем, кто выпустил QT5, достать старые расчеты, взять обновленные драйверы и сделать что-то похожее, но новое, но кажется, этого не будет. Так что вернемся к оригиналу, благо он все еще есть в продаже и стоит так дешево, что и говорить смешно. Поставляются Revonex QT5 в небольшой настильной коробке, которая выгодно отличается от однотипных спичечных коробков, к которым мы привыкли. Я, кстати, за маленький размер упаковки, как с точки зрения экологии, так и удобства хранения и транспортировки, но вот полиграфию уже можно и разнообразить, нет? Комплект стандартный, терпимый кабель, несколько амбушюр, ничего такого сверхъестественного. Зато сами наушники сделаны с душой. Корпус металлический, под бронзу, с налетом благородной антикварной патины. Все сделано в стиле стимпанка, а потому очень выгодно выделяется на фоне всех остальных однообразных распечаток с 3D принтера. При всей оригинальности дизайна наушники очень комфортные и отлично садятся в уши. При замене штатных амбушюр на что-то более приличное, так и вообще я бы сказал, что у них одна из самых удобных посадок. Конструкция самая стандартная. Один динамический драйвер, о котором я вообще ничего не знаю, скорее всего стандартный 10-мм, который стоит везде. И одна средняя и высокочастотная арматура, засунутая в звуковод. Сам звуковод сделан из пластика, и в данном случае это, пожалуй, верное решение. Что касается звука, то и в этом Revonex QT5 оригинальный. Звучат они с уклоном в темноту, без звона абсолютно, и их голос я бы не назвал прозрачным и воздушным. Но он очень характерный. Подача смещена чуть в сторону баса, и вот сам бас мне в них очень нравится. Он очень натуральный, даже местами чересчур. Удар по барабану воспринимается так, будто стоишь рядом и слышишь все то, что, возможно, и не надо было слышать. Типа чуть дребезг мембраны барабана или смазанное движение палочек. Это очень интересно и мало где встречается. С другой стороны, бас не протяженный и в саб-бас глубоко не забирается. Середина менее выразительна, однако вокал слышно вполне отчетливо. Для примера я часто использую композицию Treasure Chest Party Quest от Ailstorm. Есть наушники, где вокал вообще не слышно, он теряется за грязными гитарами и перкуссией. А в QT5 он звучит абсолютно отчетливо. Вообще хард-рок неплохо звучит на этих наушниках. Что касается баса, то если взять уже нам знакомую Эльфи от Канка, никаких отрицательных эмоций не возникает. Да, дух от баса не захватывает и глаза изнутри не выдавливаются, но он есть в достаточном объеме и звучит отлично, собранно и четко. Так вышло, что по просьбе подписчика я только что прослушал заново TRN STM, и бас очень похож, собран в упругий кулак. Насчет высоких можно сказать одно. Они есть, они очень умеренные, сглаженные, без малейшей остроты. Я люблю резкие высокие, поэтому мне их немного не хватает. Но если подходить строго, то их вполне достаточно для передачи музыки. Вот, к примеру, композиция «Антиклимакс» проекта Closey. Тут вам и бас, и вокал, и масса высокочастотной перкуссии. На других наушниках это все частенько превращается в прогулку по битому стеклу, но в Revonex QT5 справляются отлично. Единственное, чего можно пожелать, так это большей прозрачности и воздушности. Но чего нет, того нет, так что не будем и искать. Ну или вот сложнейший тест для многих наушников. Композиция Neighborhood из альбома Rock Them Back to Hell группы Left Line Cruiser. Там столько сознательной грязи, что и дорогие модели часто выдают абсолютную кашу, особенно в высокочастотном диапазоне.
Qt5 же позволяют услышать все. Можно даже разобрать текст вокалиста, что для моих ушей вообще невероятное достижение. Но да, пенопласта по стеклу нет, а иногда хочется. Из всего этого следует, что Revonex Qt5 отлично подходит для музыки с вокалом, вроде классического рока, тяжелого рока, какой-нибудь вокальной поп-музыки, даже для джаза. Разумеется, большая часть электронной музыки им по силам. Но вот классика или тот же Джет Ротал с флейтой, ну как бы не очень. Все нормально, но верха не хватает, не то впечатление. Да, я понимаю, подбирать каждый раз наушники под музыку это бывает утомительно, но с другой стороны очень интересно. Особенно сейчас, когда в обзоры скоро придется добавлять мнение о комфортности ношения наушников вместе с медицинской маской. Кстати, Revonex Qt5 в этом плане вполне удобно. Нет острых углов и граней, да и корпус компактный. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не болейте и слушайте хорошую музыку. Плейлист, как всегда, в описании. На этом все. Пока.